А вы знали, что с помощью пантенола или его аналога декспантенола можно улучшить тон кожи, убрать прыщи и воспаления, подтянуть овал лица и избавиться от морщин? Действительно, это недорогое, многим хорошо знакомое средство может нам в этом помочь. Пантенол или декспантенол обладает потрясающим лифтинг-эффектом, является одним из наиболее результативных восстанавливающих средств, особенно при сильно пересушенной коже с появлением первых признаков старения. Как же применять пантенол или его аналог декспантенол, как в моем случае, для получения всей вышеперечисленной пользы? Я поделюсь с вами двумя вариантами применения. Первый способ максимально простой, но в то же время очень эффективный. Можно использовать это средство как сыворотку, нанося на очищенную кожу лица тончайшим слоем. Спустя некоторое время, когда средство впитается, можно наносить свой обычный вечерний уход. Проводить такие процедуры можно каждый вечер перед сном или через день в течение месяца, потом оценить результат и после перерыва при необходимости повторить такой омолаживающий курс. Для жирной и комбинированной кожи я бы посоветовала использовать декспантенол в виде маски для лица. К 1 чайной ложке средства мы добавим пол чайной ложки жидкого меда и несколько капель сока лимона. Все перемешаем. Нанесем на очищенную кожу лица, шеи, а при необходимости и зону декольте. Оставим для воздействия на 20-30 минут. Затем смоем маску водой комнатной температуры. Такая маска для лица придает коже мягкость и шелковистость, снимает сухость, делает кожу светлее, избавляет от покраснений, а при регулярном использовании уменьшает выраженность морщин, придает коже упругость, холеный и свежий вид. Делаем такие маски 2 раза в неделю в течение месяца. Сегодня я расскажу вам о еще одном копеечном аптечном средстве для красоты и здоровья нашей кожи. Это метилурацил. Небольшие ранние морщинки с ним достаточно быстро исчезают, а застарелые глубокие складки кожи сокращаются в размере. Сейчас метилурацил активно используется в косметологии для лечения морщин и дряблости кожи. Итак, для каких целей метилурацил применяется в косметологии? Во-первых, для устранения шелушения и трещин на коже. Для лечения трещин или по-другому заед в уголках губ. Во-вторых, для удаления с кожи пятен и рубцов постакне. В-третьих, для устранения морщин и придания тонуса дряблой коже. У этой мази отличная эффективность. Буквально через несколько процедур можно видеть результат. Также радует минимальное количество побочных эффектов у препарата. Активные вещества этой мази даже при длительном применении не проникают в общий кровоток, а следовательно не разносятся по всему организму и не оказывают общего токсического воздействия. Наносить метилурациловую мазь нужно не чаще 2 раз в день на очищенную кожу лица в качестве ухаживающего крема. Также можно смешивать метилурацил со своим уходовым средством в равных пропорциях и наносить на кожу. Метилурациловая мазь используется в проведении омолаживающих процедур благодаря тому, что способствует клеточной регенерации кожи, разглаживает мелкие мимические и ранние возрастные морщины, возвращает коже упругость, улучшает цвет лица. Максимально без перерыва мазь можно использовать 1 месяц, но специалисты советуют наносить мазь на лицо ежедневно в течение 2 недель, а затем сделать перерыв на неделю. При необходимости такой омолаживающий курс потом можно будет повторить. Сегодня я расскажу вам про еще одно недорогое аптечное средство, которое помогает не только очистить кожу от воспалений, но и борется с морщинами, возвращает коже утраченную упругость. Это гель Регицин.
Регицин полезен для любого типа кожи. Гиалуроновая кислота – это основной компонент геля. Именно она, как вы все, думаю, знаете, обладает регенерирующими и омолаживающими свойствами. Вот состав средства. На третьем месте мы видим гиалуронат натрия. Это натриевая соль гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота способна поддерживать нужное количество влаги в коже, что особенно важно для увядающей кожи лица. Как же правильно применять регицин от морщин? Я наношу регицин на очищенную сухую кожу, аккуратными массирующими движениями распределяю средство по всему лицу. Старайтесь при этом не растягивать кожу. Гель рекомендуется использовать перед сном, он хорошо впитывается в кожный покров, его не нужно смывать после нанесения. Отличный результат от применения геля можно получить при использовании препарата курсом. Длительность каждого курса 30 дней. После чего важно дать коже отдохнуть на протяжении 1-2 месяцев. Это поможет организму не привыкнуть к активным компонентам регицина и вынести максимум пользы от применения препарата. Помимо регенерирующего и омолаживающего воздействия, регицин защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, дезинфицирует, борется с пигментацией. У этого геля почти нет противопоказаний. Его рекомендуют врачи для ухода за кожей после 25 лет. У меня в косметичке всегда лежит вот такая мазь с календулой. Вы знаете зачем? Помимо тех свойств, что указаны в инструкции, мазь с календулой обладает потрясающими омолаживающими свойствами. Она оказывает антисептическое, регенерационное, противовоспалительное действие, оздоравливает и питает кожу, насыщает ее полезными витаминами и каротином, выравнивает тон, возвращает былой здоровый вид, устраняет покраснения, прыщи и морщины у возрастных дам. Каротин в составе мази с календулой по мере попадания в клетки кожи начинает стимулировать выработку витамина А, благодаря которому кожа постепенно начинает приобретать прежний румянец и здоровый оттенок. Мазь календулы – это отличный вариант для сухой, нормальной и комбинированной кожи. Она обволакивает, но не закупоривает поры, сохраняет влагу, дает коже дышать, препятствует агрессивному воздействию извне. Летом это лучи ультрафиолета, а сейчас зимние морозы. Такая мазь с календулой показана женщинам после 45 лет при появлении первых морщин, чтобы уменьшить гусиные лапки, разгладить глубину морщин на лице, повысить упругость кожи, подпитать ее коллагеном и витаминами, воспрепятствовать формированию новых морщин. Как же я применяю эту мазь? Все на самом деле очень просто. К небольшой порции мази с календулой я добавляю 1-2 капли жидкого витамина Е. И наношу эту витаминную смесь на очищенную кожу лица тонким слоем вечером перед сном. Оставляю впитаться, а через 20, иногда 30 минут излишки мази удаляю с лица бумажной салфеткой. Проводить такие омолаживающие процедуры необходимо каждые 3 дня в течение всего зимнего морозного сезона. Но, как всегда, не могу не напомнить, что перед первым применением этого аптечного средства, как, впрочем, и любого другого, обязательно необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя или запястья. Как всегда, жду ваших мнений в комментариях. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Positiv MM, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!